Всем приветики! С вами Муфаса. Добро пожаловать на мой канал. Знаете, о чем я подумал? Что-то давно мы с вами не заглядывали в мир юрского периода и не смотрели по этой франшизе динозавров от фирмы Mattel. Ну что ж, пора исправить эту мою маленькую оплошность. И сегодня у нас на обзоре динозавр, которого создатели франшизы «Парк и мир юрского периода» наделили супер-пупер крутой способностью. Встречайте, сегодня у нас на обзоре великий и ужасный дилофазавр. Упаковочка здесь довольно необычной формы, но подобный дизайн упаковки мне уже встречался, когда я распаковывал Хронозавра от фирмы Mattel. Точно такой же дизайн упаковки был, но там была коробка другой формы, и размеры коробки были намного больше. Итак, давайте по-быстренькому рассмотрим дизайн самой упаковки, потому что такой дизайн нам еще с вами на видео не попадался. Нас встречают тут два велоцираптора, а именно легендарный велоцираптор Блю и ее дочка Дельта. Потом изображен очень красивый фон леса, логотип места обитания этого динозавра, изображено, что он обитает в горах. Дальше логотип франшизы «Мир юрского периода», название динозавра на английском языке Dilophosaurus и название серии Dino Traskers и логотип фирмы Mattel. Сбоку коробочка выглядит вот таким вот образом. На одной стороне изображен логотип фильма, и на другой изображен логотип серии. Сзади уже более интересная для нас информация. Здесь представлено небольшое описание динозавра и показана его функция, которую я вам позже обязательно покажу. Также здесь представлены динозавры, которые входят в эту волну и которых нам предлагают купить. Итак, жил дилофазавр в начале юрского периода. Места обитания: Северная Америка, Азия. Отряд ящеротазовые. Подотряд тероподы. Значение его названия: ящер с двумя гребнями. Длина 5-7 метров, высота 2 метра, вес 500 килограмм. Дилофазавр был довольно крупным динозавром. Он появился примерно 200 миллионов лет назад и жил на территории современных США, Китая и Индии. У этого ящера было довольно легкое и гибкое тело для его размеров. Он мог быстро бегать и хорошо маневрировать в погоне за добычей. От подвижного и ловкого хищника мало кому удавалось скрыться. В одном месте палеонтологи нашли сразу 3 скелета дилофазавра, поэтому они предположили, что ящеры жили целыми группами. Стая свирепых хищников могла нападать даже
на динозавров-гигантов. Дилофазавр в основном охотился на животных, которые были слабее и меньше, чем он сам. У динозавра были слабые зубы, поэтому он попросту не мог удерживать крупную и сильную добычу, которая могла отчаянно сопротивляться. Если дилофазавр был голоден и замечал аппетитное существо, он догонял его и хватал передними конечностями. Острыми когтями хищник раздирал кожу и мясо жертвы, ждал, пока она ослабеет, а только потом впивался зубами. Проворный и маневренный ящер догонял даже быстрых миниатюрных животных. Возможно, он также охотился на насекомых и питался падалью, бегая следом за более сильными хищниками. В пасти дилофазавра было около 60 острых конических зубов. Благодаря крепким и длинным ногам дилофазавр мог бегать со скоростью до 55 км в час. Ловкий динозавр без проблем перепрыгивал через препятствия на пути к жертве, маневрировал и делал резкие повороты, чтобы догнать свою добычу. Ящер передвигался на двух длинных ногах с 3 пальцами. Самая примечательная черта дилофазавра – это 2 круглых гребня на голове. У разных особей они имели разную форму. Гребни были очень хрупкими и не годились для защиты или нападения. Поэтому палеонтологи решили, что они были нужны самцам для привлечения самок и устрашения других хищников, а также использовались как опознавательные знаки, по которым дилофазавры узнавали своих сородичей. Когда ученые впервые нашли скелет дилофазавра, то не сразу смогли определить, что за гребни у него на голове. Они решили, что это случайные выросты, которые образовались в процессе окаменения черепа, и отнесли динозавра совершенно к другому виду. Только позже, когда были найдены другие останки дилофазавров с такими же наростами, ученые поняли, что эти костные гребни появились не случайно. Так палеонтологи открыли новый вид динозавров. Ну вот и все, что я вам хотел рассказать о дилофазавре. Давайте уже переместимся на стол и посмотрим на саму фигурку. Давайте посмотрим точки артикуляции и функции у нашего динозавра. Первое, что я хочу вам показать, это вот такую вот штучку на спинке. Вы должны вот так вот оттянуть специальную крышечку, и тогда вот такой вот QR-код вы здесь найдете, который можете отсканировать и добавить эту фигурку себе в какое-то там приложение. Если хотите, пользуйтесь этим. Я ни разу этого не делал, не знаю, как это работает, и не знаю, что за приложение. Закрываем и смотрим точки артикуляции дальше. Лапки могут вот так подниматься, на 360 могут крутиться, задние, и вторая лапа также. Передние лапки вот так вот в сторону и на 360. Также можем покрутить ими как хотим, но я этого делать не буду. Вот, видите, да, как я делаю. Итак, что тут самое главное? Вы наверняка заметили, что
голова и хвост у этого динозавра, они неподвижны. Это нужно, чтобы он вот так вот растопыривал свой гребень, когда мы дергаем за кончик хвоста. Он открывает пасть и растопыривает гребень. А когда мы отпускаем, все возвращается на круги своя. Вот так вот. Вау, 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 вау. И что мне нравится еще у этого динозавра, смотрите, как бы я его ни поставил, да, он в любой позе практически стоит. То есть с ним не надо так долго мучиться, как это было у меня с велоцираптором Блю. Его поставил на полку, и все, он крепко стоит на задних лапках. Что вам надо? Что? Я поставил дилофазавра на крутящуюся подставку, чтобы могли вы его более детальнее рассмотреть. Вот такую я ему позу сделал. Ну что я могу сказать? Это не самая лучшая моя фигурка динозавра от Mattel, но она мне нравится. Не могу сказать, что это моя любимая фигурка, но у него прикольная расцветка. Именно этим он и подкупает. И именно поэтому я его взял. Но если у вас будет возможность взять какого-то другого дилофазавра, то берите. Я бы, например, просто хотел, чтобы это была статичная фигурка, чтобы у нее открывалась пасть, и чтобы можно было его с открытой пастью поставить как-нибудь красиво на полку. Ну, имеем, что имеем. Фигурка все равно неплохая, по моему мнению. А на этом у меня все. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, прожимайте колокольчик, чтобы новые ролики не пропустить. Также подписываемся на мои другие каналы, на Яндекс.Дзене и Рутубе, потому что туда я дублирую ролики, которые выходят на YouTube, если с Ютубом что-нибудь случится. А также можете подписаться на мой Телеграм, потому что там появятся фотографии этого динозавра почти сразу после обзора. И можете подписаться на мою группу ВКонтакте, но это уже по желанию. А кто хочет поддержать Ведьмака чеканной монетой, ссылочка на донат будет в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!